Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад. Что произойдет со дня на день? Что будет совсем скоро, и, возможно, это неожиданно. Давайте с вами узнаем. И для начала мы сделаем с вами сигнификацию. Не будем загадывать далекие сроки. Может быть, это буквально где-то днями произойдет, хотя со дня на день тут может быть и некоторые задержки. Я такое тоже могу допустить. Но давайте, какую информацию нам дадут карты, мы с вами рассмотрим. Вот вам, скорее всего, уже карты как бы начинают с нами говорить. Может быть такая ситуация, когда вы сами готовитесь к тому, что вам как будто нужно, ну, может быть, и мудро подойти к какой-то ситуации. Вот действительно. Вот подумайте, вот явно я понимаю, что это общий расклад, но у каждого есть какая-то своя либо болевая точка, либо какое-то дело, которое никак не решается. Может быть и правда. Это то, что мы обдумываем целый день, потом еще и домой приносим. Может быть, это ситуация на работе, которая сложилась. Или у кого-то по документам, может быть, связанная с учебой, у кого-то с детьми. Когда идет семерка мечей, особенно в этой колоде. Да, вот именно мы понимаем, что надо какое-то дело решить, и потребуются решительные действия. Может быть, в отношении вас была какая-то все же эта карта подразумевает, что была в отношении вас какая-то несправедливость, нечестность. Или буквально кто-то делал запрещенными методами, или, ну, действовал, да, или вас буквально обманули. Может быть и так. По этой карте мы можем негодовать даже от того, что видим, что попали, может быть, и в просак, где-то и сами могли что-то прошляпить, но и внешняя эта обстановка была, видимо, какая-то двойственная, или кто-то нарочито, ну, видя вашу, может быть, беспомощность, может быть, и безграмотность в каком-то вопросе. Ну, правда, мы все люди. Мы ж не специалисты во многих областях, вот такие узкие профессионалы, правда, каждый силен в чем-то своем. И так часто и бывает, мы попадаем в какую-то дурацкую ситуацию, потому что мы не видим продолжения. Или мы склонны думать о людях хорошо, почему бы думать плохо, правда? Если мы сами относимся лояльно, если мы поступаем, ну, по правилам, мы не делаем ничего предосудительного или то, что, ну, буквально даже моралью запрещается, да, мы ведь думаем, что и люди с нами ведут по-честному себя. А вот тут именно была чья-то игра, чья-то хитрость. Все же вот я так положу эту карту первой, потому что уже нам карты раскрывают какую-то ситуацию. Явно несправедливость, обман или какие-то как махинации, или чья-то хитрость такая продуманная. И вы теперь понимаете, может быть, а у нас, кстати, планетарное то время, когда все постепенно проясняется, даже какие-то забытые темы, когда вы уже махнули рукой, думали: "Да ладно", потому что мне это, наверное, стольких нервов будет стоить, столько здоровья на это положу. Уже вы где-то смирились, мои дорогие. Так вот что же еще? Так вот смотрите, тут правда была какая-то игра была против вас. Семерка мечей, да еще и с таким недостатком по пятерке пентаклей. Это у нас и недостаток взаимопонимания. Вот все то, что я только что говорила, не было еще этой карты. И одновременно, правда, могла быть хитрость именно по деньгам или каким-то материальным вопросам. Может быть, она даже связана была с какими-то бумагами, документами, вы что-то подписывали. Тут у каждого свое. Вот мне интересно, совершенно случайно решила сделать этот расклад. А нас карты ведут с вами куда-то далеко. Отчасти я тут больше вижу эта ситуация, правда? Это мы чего-то ждали. Вот, кстати. Мы ждали, что у кого-то, может быть, и совесть проснется, или то, что люди, может быть, вы обратились, какие-то инстанции были уверены, что там по закону, как-то по правилам рассмотрят ваш вопрос и решат, но этого не произошло. И в итоге вы еще и потеряли время. И вот, может быть, теперь вы думаете о том, что я вот теперь готов или готова буквально действовать, потому что именно, может быть, из-за вашего какого-то прежнего бездействия, или мы не довели какое-то дело до конца, или оставили, уже просто смирились. А может быть, просто тогда, даже если бы вы, ну, на чем-то настаивали,
А все равно иногда бывают такие в жизни ситуации, которые, ну, ты, как говорят, обух плетью не перешибешь. И сколько бы ты тут не активничал, ну, себя как будто уничтожишь в ноль эмоционально, а толку не добьешься. Что еще расскажут нам карты? Ну, я не всегда, не, точнее, я никогда не говорю, что нам прилетит обратка, да, вот я как бы про месть вообще никогда не говорю. Я не говорю о том, что, знаете, как воздастся, там вот такие фразы, но, видимо, это первый наш расклад, когда я вынуждена это сказать. Посмотрите, тут и попытались обмануть того, кого нельзя было обманывать. Карта императрицы. Мы можем не верить в судьбу, мы можем не верить в высшие силы, мы можем вообще, знаете, какой-то другой веры быть. Ну, наверное, все религии мира сходятся все равно к общечеловеческим каким-то понятиям нравственности, правда? Поэтому мы это оставляем. Но когда выпадает аркан императрицы, это тот человек, который, ну, знаете, вы не просто так пришли на планету Земля. Вы, скорее всего, вот кто меня сейчас смотрит, у вас есть дети или у вас есть, может быть, семья, родственники. Пусть это не непосредственно ваши дети, но вы кому-то помогаете. Может быть, ваша сфера деятельности связана именно с тем, что вы кому-то оказываете помощь. Может быть, буквально кто-то доктор, правда, меня смотрит. Или, может быть, вы даже юрист, я такое могу предположить. Или ваша профессия, может быть, даже и волонтер, почему нет. Но вы всегда откликаетесь на чужие просьбы, на чужие какие-то беды. Вы приходите на помощь. Вы склонны в людях видеть только хорошее, мои дорогие. Может быть, по жизни вы попадаете в какие-то дурацкие ситуации именно из-за своего доверия. И, к сожалению, так оно на самом деле бывает. Но пусть через какое-то даже продолжительное время все равно наступает вот эта самая ясность. Но и когда вот пусть нам еще не выпала карта, может быть, выпадет, я не знаю, справедливости, да. Вот эта справедливость, она все-таки восторжествует. И совсем не потому, что люди, да, вот, или вы что-то кому-то доказывали. Императрицу нельзя обижать, потому что действительно тебе жизнь, то, что ты сделал, нехорошо. Тебе обязательно это каким-то образом возвращается. Может быть, где-то отчасти и вы за определенный период времени накопили опыта или начали более так спокойно, мудро, хладнокровно смотреть на те или иные вопросы. И понимаете, вот то, что я говорила, да, обух плетью не перешибешь. Ну, не всегда наше желание может быть, ну, переведено в чьи-то чужие действия, да, или наоборот, в чье-то чужое бездействие. Но я имею в виду, чтобы не было тогда противостояния. Мы не можем повлиять на людей, ну никак. Мы не изменим их мнение, мы не изменим обстоятельства. И тогда, словно у Вселенной остается только один вариант, когда, да, по прошествию времени все равно сложится обязательно такая ситуация, когда правда должна восторжествовать. Что еще? Потому что на вас очень многое замыкается. И вот меня смотрят люди самодостаточные, которым, может быть, буквально с колен приходилось подниматься не единожды в сложных таких запутанных вопросах, надеясь сам на себя или сама на себя, кто меня смотрит, перекладывайте на себя. Мои дорогие мужчины, все же это не карта императора, это императрица. И мы не по полу рассматриваем, а по архетипу карты. Это те люди, которые постоянно отзывчиво приходят на помощь, которые сами где-то, в этом, кстати, проблема императрицы может быть, она надеется сама на себя, поэтому она часто может, особенно поначалу, может быть, в юношеские какие-то годы, да, она может себя оставить, ну, буквально ни с чем, как будто истратить все свои ресурсы в ноль. Потому что это те люди, которые чувствуют, что вы самовосполняемы, вы настолько самодостаточны, вы такими родились. И поэтому вы, вот чувствуя за собой эту силу, и думая, что а вот он не сможет или она, или пусть это кто-то из близких, дети, внуки, родственники ближайшие или ваши друзья, вы понимаете, что в вас есть какой-то совершенно иной потенциал, нежели в человеке. И вы постоянно откликаетесь, скорее всего, это было на протяжении десятилетий. И вполне вероятно, и к вам-то обращались по самым разным вопросам,
включая материальную как помощь, так и буквально, может быть, вам пришлось поддерживать кого-то длительные годы, я бы даже сказала. Все же это марафонский забег какой-то присутствует по рыцарю Пентаклей, я так иногда называю. Но, видимо, вот какая-то идет история к развязке, мои дорогие. Во-первых, тут к развязке идет хотя бы просто потому, что, ну, должен быть баланс. Вот это дисбаланс, недостаток, да, и не у кого-нибудь. Именно хитрость и недостаток, обман в отношении императрицы, та, которая помогала. И, может быть, вы на сегодняшний день себя чувствуете очень уставшим или уставшей, потому что словно хочется быстрее завершить какую-то тему. Может быть, это вы теперь уже подводите какие-то итоги и, анализируя прошлую жизнь, думаете, ну вот правда, а почему так произошло, что вот явно же сейчас какой-то вопрос, может быть, и возвращается из прошлого или имеет контекст в прошлом. Вот сейчас тоже нужно какую-то нестабильность как будто уравновесить. Или вот эта справедливость, она должна восторжествовать. И вы думаете, ну когда же это произойдет? Неужели вот так же я словно умоюсь и пойду дальше, вот так вот в одиночку, сложив свои нехитрые пожитки на вот этого вала, да, и никто не откликнется. И правды этой не будет. Давайте еще одну карту достанем. Вам и самим уже хочется быстрее. Как-то, да, вот рассмотрите, у нас карта эксперта, король мечей. Может быть, и не единожды были какие-то, знаете, вот такие сложные еще и вдобавок отношения. Может быть, все то, что мы говорим, это именно хитрость со стороны человека. Но и не обязательно, мои дорогие. Тут человек может выступать в роли чиновника. Вот все то, что я говорила. По королю мечей как раз и идут. Люди в погонах, чиновники. Или руководители, например, какие-то, да, которые обещают, но руководители тоже бывают разные. А тем не менее, может быть, у вас даже на протяжении вашей жизни, если меня смотрят люди более зрелого возраста, не единожды была такая ситуация, когда вас словно не слышали. Вас вот ваши ресурсы использовали, а взамен ничего. Как будто приходилось уходить ни с чем, вот буквально так. И может быть что-то подобное для вас сейчас как жизненный экзамен, который может быть, конечно, связан у кого-то с личной жизнью, когда тоже, вот теперь, может быть, раньше бы еще согласилась или согласился, да, может быть, было больше веры в людей, а вот теперь вы вообще как-то по-другому видите мир, но вынуждены анализировать именно теперь, кому вы сколько помогли и кто как откликнулся, а вот никто и никак. Как будто все потрачено впустую. Кто-то из вас может сидеть и отчасти горевать, что много лет прожито, много сил потрачено, эквивалента никакого. И я сейчас словно обесточена, вот на самом деле. И я уже не верю людям. Вот у вас сейчас это точно очень сложное душевное состояние. Потому что тут может быть, и с вашей-то стороны вы уже готовы на что-то опять махнуть рукой, хотя хочется в то же время, вы в сложном таком двойственном положении, хочется, чтобы хоть раз эта справедливость восторжествовала. Может быть, это какой-то человек, буквально из разряда чиновников или каких-то контактных лиц, не обязательно это близкий человек, хотя у кого-то так будет. Все же перекладывайте на себя, у каждого история своя. Ну, как-то и человек, вооружился, может быть, хитростью какой-то или пытался что-то вот как-то, часть забот переложить на вас или, может быть, вину на вас, вот смотря чего касается вопрос, а сам словно, ну, как вовремя смыться буквально или выйти сухим из воды. Что-то вот хитрость какая-то была. Именно либо это чиновник какой-то, да, или вот люди, которые, может быть, и призваны разрешать какие-то споры. Иногда у нас и судьи проходят, и юристы, адвокаты проходят. То есть вот у кого-то очень сложная ситуация, которую и уходит куда-то далеко в прошлое, но еще и будет завязана с некоторыми персонами, которые вообще-то, в принципе, наделены властью или какими-то полномочиями для того, чтобы, наоборот, больше было ясности, путаницы не было. Ну, а может быть, это и какая-то иная история, которая больше касается личной жизни.
Но на сегодняшний день я могу точно сказать, вы как бы и за спиной-то не на кого опереться, да и вперед-то тоже как будто нужно начинать все сначала, какой-то долгий путь. И причем и непонятно, не то идти вперед, не то развернуться и все оставить как есть, и больше к этому не возвращаться. Две противоположные карты. Возможно, вы сейчас ждете какого-то ответа, может быть, из инстанций каких-то, да, если мы говорим. Ну, я, по крайней мере, могу допустить такое по этой карте, потому что обычно это всегда специалисты, эксперты, люди, которые работают по приказу, или люди, которые призваны как раз сохранять порядок. Ну, в жизни разные бывают. Так уж прямо скажем, правда? Поэтому давайте уже узнаем тогда, так что же произойдет. Если где-то это откликается в вашей душе, или отчасти напоминает какую-то вашу болезненную ситуацию, давайте посмотрим, как будут развиваться события, что будет дальше, да, что произойдет. Но вот смотрите, путаница какой-то период времени, она еще сохраняется. А дальше что? Аркан все-таки справедливости у вас выпадает, потому что все должно быть по справедливости. Может быть, и еще произойдет какая-то ситуация, когда вот вы так обдумаете и рационально решите, что нет, все-таки нужно обратиться буквально, может быть, у кого-то буквально в суд. Аркан справедливость все-таки это подразумевает. И я не могу сказать, поскольку у нас весы, конечно, всегда расположены, да, на этой карте. И это, с одной стороны, это как Фемида, которая должна разрешить непредвзято какой-то вопрос, но и по этой карте мы можем договариваться, как медиаторство какое-то по данному вопросу, потому какой недостаток все-таки может быть улажен. Я не могу сказать. Может быть, для кого-то из вас буквально какой-то серьезный разговор, когда вы совершенно четко говорите, что нет, я это так не оставлю, я просто пройду какую-то процедуру, но я с этим не согласен или не согласна. Я считаю, что вы как будто ничего не теряете, понимаете? Вам тут уже терять, собственно говоря, нечего. Ну, вот так вот холодно, вот именно холодно, не эмоционально. Тут эмоции могут быть, и вы где-то двойка мечей будет говорить, что тебе путают ситуацию, именно эмоции. Тут если тебе и решиться на что-то, то тебе нужно, знаете как, через эмоции не выдать своих намерений. Вот правда. По вашему лицу не должны люди ничего считывать. Что вы собираетесь, в принципе, вот буквально пошагово. Вы можете в целом сказать, что да, вот я теперь буду поступать иначе, потому что в этот раз я хочу довести до конца. Вы можете даже больше, я бы сказала, наблюдать, как разворачиваются события, как воспринимают это люди, к чему они готовятся, может быть, буквально и таким образом тоже. Но все-таки я так вижу, та, которую не нужно было обманывать, или того, кого не нужно было обманывать. Есть и мужчины, которые очень много помогают, правда. Это вы как вот, ну, может быть, вот эта императрица прообраз, да, того доброго человека, который всегда приходит на взаимопомощь, выдержку, выручку. Но вот ответа-то вот обратного не было. Но вот, видимо, теперь вы тоже понимаете, вот все равно императрица, она идет к солнышку, мои дорогие. Я ведь ту ситуацию, которую с первых карт обрисовала, она совсем неприглядная, правда? И я так думаю, что кто-то даже закрыл видео, не стал слушать, потому что тяжеловато. Я это допускаю. Ну, может, у кого-то и не совпадает, а у кого-то могло зацепить старую рану и болит, и еще болит. Но я хочу сказать, смотрите, вы все равно идете к солнцу. Вас действительно высшие силы поддерживают. И справедливость все-таки должна восторжествовать. И солнце, какой-то вопрос однозначно прояснится. Да, я должна сказать, иногда эта карта показывает регламент по времени. 6-8 месяцев, потому что вообще это карта выбора правильного направления. Вот у кого-то сейчас может стоять вопрос выбора, причем такого жизненно важного выбора, судьбоносного, когда вы либо на что-то согласитесь или откажетесь, и для вас с этой минуты складываться будет в зависимости от вашего выбора или ответа, или отказа, будет какая-то последующая палитра событий разворачиваться. Давайте посмотрим, что еще. Ну, что-то для вас прояснится. Вот смотрите, да, какой-то период
Но хотим мы того или нет, с одной стороны, по отшельнику люблю эту карту, никто не мешает. Вот вам точно никто не будет мешать. Я бы даже сказала, вас как будто кто-то испугается, оставит вас в покое. Вот такое может быть. У кого-то ситуация, когда, ну, может быть, люди будут считывать, что вы настроены всерьез. И где-то так, знаешь, знаете, как, наверное, в колоде Ленорман мыши или крысы, да, вот которые какой-то урон нам причиняют, но ведь их не видно никогда. Они втайне нам что-то портят. Вот здесь затаятся, потому что будут бояться вас. Явно там, ну так явно, как говорят, рыльца в пушку. И есть что скрывать людям. И поэтому тут действий каких-то со стороны оппонентов я не вижу. Хорошо, но что для вас будет складываться? Вы знаете, у вас даже будет такой момент, когда потребуется серьезный разговор, или даже вас будут пытаться, ну, или сам разговор с вами свести больше к какой-то миролюбивой ситуации. Это для кого-то. А для кого-то, наоборот, и вас могут пытаться запугивать, кстати. Я такое допускаю. Это знаете, как брать вот вас так на какой-то авось, а вдруг вот этот метод сработает. Потому что люди тоже, я так вот вижу, загнаны в угол. Они на сегодняшний день вас и боятся, и с другой стороны, им как-то надо понимать, что вы будете делать дальше. И в зависимости от того, какими способами они будут это делать, выяснять, здесь может быть даже, знаете, у кого-то словно затаились, как я сказала, а у кого-то наоборот, говорить вам могут, что нет, у тебя ничего не получится, ты тут ничего не докажешь. Знаете, вот то, что мы называем трепать нам нервы. Увы, по пятерке мечей такое бывает. Поэтому будьте к этому готовы. Что еще? Ну, все же, я надеюсь, это далеко не для всех, это может быть малое количество, потому что вообще с вами готовы договариваться, я бы сказала так. И если вот тот персонаж, который, да, прежде вам доставил какие-то неприятные события или какая-то нечестность была связана с конкретным человеком, он за это время не то что успел подумать, а он уже даже передумал, как будто на смену королю мечей приходит король чаш, который уже теперь хочет других энергий, других эмоций. Может быть, часть вопросов у человека уже своих каких-то решилась, или он почувствовал себя более уверенно, и ему теперь уже это точно, ему не хочется спорить. Я даже допускаю, что для кого-то из вас вы сами где-то будете жестко выражать свою позицию. Такое тоже могу предположить. Ладно, так что же будет дальше? Но явно тут какая-то беседа будет. И если мы сказали, справедливость восторжествует, я все же вижу, что шаг за шагом какая-то ситуация, она будет развиваться. Вот давайте узнаем, так что же произойдет? Что будет дальше, что еще произойдет? Вы получите какую-то бумагу или известие по тузу жезлов, который касается либо вашей семьи, либо вашей пары, или вашего дома, места пребывания, и одновременно, я бы даже сказала, какой-то финансовой темы, денежной темы. Может быть, вот этот самый недостаток, который у вас по какой-то причине произошел, да? Для кого-то из вас именно денежная тема станет краеугольным камнем в решении какого-то вопроса. Может быть, и кто-то бы не хотел вот именно сводить все или пытается уйти от решения денежного вопроса, но я тут вижу, что именно через деньги будет решен какой-то тема или какой-то, ну вот как по аркану справедливость, может быть, даже спор, очень важный спор, и смотря у кого чего касается. Давайте посмотрим дальше, что же там тогда произойдет, что будет дальше, какое будет развитие. Может быть, это вам будет предложено, да? Вот смотрите, кто-то даже, может быть, и не хотел бы тут делиться, да, но, видимо, скорее всего, придется. Это вы, мои дорогие, вы не случайно оказались в этой ситуации. Вы, видимо, научились, так вам по судьбе выпало, помогать всем, но себя любить, сохранять вы не научились. Казалось бы, императрица, но как будто вот это солнышко, вы сами, как бы странно ни звучало, вы должны себя контролировать, себя сохранять, быть при собственных ресурсах. Вы не имеете права себя
тратить в ноль. Поэтому у вас и сложилась какая-то, или как обстоятельства, ситуация, или какой-то вопрос возник. Пусть это отношения, у кого-то наоборот это будут, как я говорю, какие-то согласования и третьи лица, которые тоже участвуют в этой теме. Но вот, видимо, именно теперь ваша задача, вот что произойдет, саму себя ценить или самого себя. Вот мужчинам подойдет это только в том случае, когда вы, опять же, все время кому-то помогаете. Вы сами как мать Тереза. Ну, понятно, условно, но в самом хорошем смысле этой фразы. Потому что есть и мужчины, которые, ну, очень откликаются на беды, на какие-то чаяния чужие, да, или на переживания чьи-то. Вы тоже включаетесь именно в этот вопрос и пытаетесь как раз по максимуму, ну, эту ситуацию, как через вашу помощь. Вы все время кому-то помогаете. И, может быть, вот так и получается, что сапожник, говорят, без сапог. Вот что-то по поводу этого нам говорит вот этот триплет. Как будто себя ценить не научилась императрица. Что произойдет? У вас будет выбор. Вот приготовьтесь. Вам тут могут как и что-то предложить. Может быть, это у кого-то и документы будут. И да, я такое могу предположить. Или вам надо будет подписать, составить какие-то бумаги. Вам нужно вооружиться обязательно знаниями, поэтому приготовьтесь. Вам придется просчитывать ваши шаги собственные, буквально понимать, как откликается закон, и как закон работает в отношении вас, понимаете? Вот вы сейчас какой-то такой этап жизни входите, когда вам нужно больше вообще информации владеть, буквально знание– сила. Вам как будто нужно сейчас, это, видимо, такой жизненный экзамен, как по тоненькой жердочке, 2 шага. Ну, на каких 2 шага? Над пропастью. Просто перейти. И вы ведь можете вполне это сделать, но нам как будто нужно что-то изучить. Держать эмоциональное равновесие, но опять же, вам помогает в этом сила, может быть, буква закона, или когда вы понимаете, и не просто это наше предчувствие, а когда вы даже по закону знаете, что да, в каких-то пунктах вас может именно знание закона защитить. Или вы в чем-то были правы. По крайней мере, вы знаете свои сильные стороны. А слабые стороны нам говорят: не смотри вниз, не оглядывайся назад. Вот тебе отсюда только вперед. Но мы можем даже изменить направление. Может быть, какая-то ситуация у вас настолько может изменить направление, ход, именно от того, что, может быть, и люди, видя вашу реакцию, они уже вынуждены вам что-то предлагать альтернативное. Или если до этого времени больше на вас смотрели с позиции, как от вас что взять, мои дорогие, вот почему-то такой у нас с вами расклад. Или как схитрить в отношении вас, да? Они чаще думали про себя. Сейчас, может, они тоже о себе думают, но они вас видят уже совершенно по-другому. И поэтому, поскольку любой человек может считаться, ну, таким непредсказуемым, когда мы не знаем, что он там себе задумал, правда? Ну, тогда и где-то мы с такими людьми осторожными. Вот с вами то осторожны более. С вами будут тоже более осторожными. Но тут это без манипуляций все равно не произойдет, мои дорогие. Но, видимо, вот это страшный суд. Смотрите, аркан справедливости, одновременно страшный суд, какая-то справедливость, это точно восторжествует. Причем это, знаете, это как высшие силы пытаются уравновесить то, что было с минусом в вашей жизни. Вот теперь у вас как эпоха возрождения, буквально, мои дорогие. И это некрасивые слова. Ну, как говорят, все плохое рано или поздно заканчивается. Да, может быть и хорошее, это тоже где-то заканчивается. Все имеет какой-то свой срок или словно колесо времени, да. Сначала колесо идет наверх, а потом все равно неизбежно будет какой-то спад. Но такое впечатление, посмотрите по всем картам, как будто солнца вы не видели. Ресурсов каких-то вы собственных еще не изведали. Как можно жить по-другому, нового качества жизни вы не знаете. И, видимо, вот таким заключительным аккордом идет последняя какая-то ситуация. Или приближая вот эту ситуацию к развязке. Она будет, эта развязка. И для вас уже, посмотрите, по страшному суду возрождения. Правда? Тут не время
И, кстати, вот мне не время чему, уже договорю. Тут не время, с одной стороны, сказала бы строить козни, но посмотрите, вы как раз ни разу эти козни никому не строите. Вот так карты нам показывают, что вы, наверное, сталкиваетесь, когда с несправедливостью, вы делаете выводы, идете дальше. Да, отчасти я могу сказать, что в этом ваша сила. А ведь все равно наступает тот момент, когда мы анализируем, оглядываемся назад и понимаем, что все же слишком много было пройдено дорог, ошибок сделано и еще больше. Как-то мы себя не ценили. Не ценила не кто-нибудь, а императрица. И вот теперь этот страшный суд. Это уже не потому, что кто-то хочет так, или вы этого хотите. Этого хотят высшие силы. Правда, справедливость должны восторжествовать. Так что же произойдет? Но если туз жезлов, это вы услышите по какой-то именно с вам знакомой ситуации, которую вот я обрисовывала. Не было возможности, можно было только наблюдать, а сделать вы ничего не могли. Это то, что вам знакомо. Вот сначала идет какое-то известие, и дальше, как это будет продолжено. А вы знаете, вы ведь правда какой-то вопрос решите. Смотрите, для вас. Начинается с пятерки пентаклей. Недостаток, взаимопонимание, финансов. Но вот это справедливость. Все же она восторжествует. Нам ведь и не говорят, что вы просто сидите чего-то ждете. Правда, мы уже об этом говорили, я не останавливаюсь. Но, видимо, в этот период как-то грамотно, умно подойти к этому вопросу. И знаете, может быть, кто-то из вас как раз примет решение в какую-то тему не включаться, кто-то, наоборот, обозначит свои, как пределы своего участия или как рамки своего пространства, куда вы больше не впустите никого, или только те, кроме тех людей, кому это будет вами же и позволено. Потому что две прекрасные карты, десятка кубков и десятка пентаклей. Это и финансовая ситуация, это где-то и эмпатия, и счастье, и радость, и любовь, и вообще это новое качество жизни. И тут как будто взамен вот этого недостатка, взамен какой-то несправедливости. Тут, получается, идет на обратное. И справедливость, и сам по себе уже какой-то и успех, и денежная какая-то ситуация тут тоже выравнивается. Но вам, видимо, знаете, может захотеться все оставить как есть. Попажу чаш, вас точно что-то будет радовать в ближайшее время, мои дорогие, кто смотрит этот расклад. Но эти эмоции, они не должны взять верх, потому что вы рискуете, вот как только вы соскальзываете в подобные эмоции, вы становитесь сразу же уязвимыми для таких персонажей, которые с вами могут хитрить. Помните, это для вас как ахиллесова пята. Вверху у нас Хрюша с крыльями, а мы знаем, свиньи не летают, хотя молодой человек тут уже что-то представляет. Да, это вы можете что-то представлять, что-то хочется вам продолжить уже, да, и вы думать можете, что вот эта чаша, как кубок, прообраз, будет полной, а тут нет, пустая. Поэтому мы тут себе не должны нафантазировать чего-то. Что еще? Кто-то из вас будет сталкиваться с каким-то ворохом информации, с какой-то путаницей. Вы можете еще столкнуться и не раз с теми людьми, которые говорят одно, а делают совершенно противоположное. Вы еще столкнетесь наперед, будьте к этому тоже готовы, с людьми, которые вам будут что-то обещать, а через некоторое время словно быстро переобуваться и говорить совершенно что-то противоположное. Вот почему вам нужно иметь вот это знание силы, да? Как будто два, пусть шага, но над пропастью. Не оглядывайся назад и не смотри вниз. Вы должны какую-то свою позицию, словно вы вот эту башню. Представьте, что вот эта башня, она у вас где-то вот там, внизу, в этой пропасти. А вы высоко уже. Вы уже вообще, ну, другого уровня человек. Но, может быть, по привычке, мои дорогие, вы всем приходите на помощь. Вам будет хотеться. Для кого-то это будет буквально, может быть, чье-то предложение: «Ой, помоги мне», «Ой, окажи мне там, допустим, услугу», «Ой, только ты можешь разобраться в этом вопросе или решить какую-то тему». На вас будут воздействовать, приготовьтесь к этому. Может быть, кто-то и деньги банально будет просить взаймы и рассказывать о своем бедственном положении. Ну вот представьте, это для вас тоже экзамен, мои дорогие, как ни странно. Вы, глядя на эту башню, это не ваша башня.
Это башня чья-то, а вы должны просто где-то высоко, в горах, вот над этой пропастью пройти 2 шага. Это теперь возвращается башня тем, может быть, людям, которые вам и сделали что-то нехорошее. Это вас вот буквально в такое состояние вергли. И знаете, это правда закон кармы, ведь тоже так гласит. Если ты начинаешь помогать тому, кто в отношении тебя уже когда-то допустил нечестность, подлость, предательство или какую-то хитрость, да, и ты вот сейчас начинаешь помогать, неважно кто, женщины, мужчины, тогда ты, как ангелы твои, хранители, замирают от удивления. Ну как же? Они, наоборот, пытаются сложить какую-то справедливую ситуацию. А ты, что ты соскользнул на эти или соскользнула на эти эмоции, ты теперь начинаешь быть заново уязвимой. И все то, что было уже сделано, это все как сводится к нулю. Вам категорически нельзя словно давать заднюю сейчас. Понимаете, мои дорогие? Что же будет дальше? Давайте еще один последний ряд карт достанем. Что будет дальше? Что вас ждет? Ну вот, видимо, все равно, вы знаете, боги, провидения надумали вам помогать. Шестерка пентаклей. Будет решена какая-то финансовая ситуация. Или если это касается судебных органов, каких-то разбирательств, договориться возможность все-таки будет. И может быть, почему нет, но для вас должно быть определенно больше бонусов. Вам действительно пытается, словно Вселенная, помочь. Что будет дальше, что вас ждет? Смотрите, будьте легки на подъем, потому что здесь, возможно, вам придется куда-то поехать, отправиться, какие-то проводить, может быть, консультации. Для вас могут открыться какие-то новые стороны дела, какие-то предложения. Это вам тоже придется быть аккуратными с деньгами и практически не тратить. Да, вот какая-то денежная тема решается, но от вас, мои дорогие, что ждет? Ну, где-то нам эта карта говорит, ты должен обойтись 2 пентаклями, но для себя какую-то подушку финансовой безопасности обязательно создать. И причем здесь не надо устраивать какую-то глубокую философию. Здесь может быть такой для кого-то, правда, все-таки мы все разные, я говорила, не замечтаться. И если вы начинаете опять заново участвовать в какой-то ситуации или заново как кому-то помогать, вы будете опять как будто сброшены к какому-то прежнему состоянию, чтобы это как вы не прошли экзамен. И этот экзамен нам, ну, наверное, так жизнь, диалектика жизни устроена, нам его тогда опять заново повторяют. Вот этого быть не должно. Поэтому не устраивайте себе тоже философию. Наоборот, вот все то, что вы надумали, придерживайтесь. Вам сейчас, знаете, как, может быть, план минимум, план максимум себе составить и дать себе как обет, что я не соскользну, я не начну участвовать в том, в чем не считаю правильным. Даже если где-то мной будут руководить эмоции или желание кому-то помочь. А для императрицы это как по Венере. Ведь очень важно, как будто и вопросы любви, и вопросы финансов, денежная тема, идет это очень близко. Потому что если, ну, где-то все хорошо в личной жизни, по-настоящему хорошо, тогда баланс у нас и в финансах. И если в финансах идет какой-то пролапс, как правило, очень близко и по части личной жизни тоже. И для вас эти 2 сферы жизни должны быть в приоритете, потому что у вас какой-то очень далекий путь. Это как, знаете, как может быть даже ваша миссия, которую вы должны, мои дорогие, выполнить для самой себя, для самого себя, потому что это карта звезда, когда исполняются наши мечты. Что же еще? Что будет дальше? Что ждет? Ну, тут словно по аркану умеренности, правда, ангелы-хранители вступаются за вас и контролируют. Но имейте в виду, наверное, сверху видно все, поэтому не должно быть промахов, не должно быть как будто возврата какой-то прежней ситуации, тебе отсюда только вперед. Но прежде чем мы подведем какую-то ситуацию как единому знаменателю, мы не можем прыгнуть или совершить этот прыжок в будущее. Тройка жезлов — это всегда карта будущего. Девушка повернулась уже к прошлому спиной, как будто ждет волну. Но это на самом деле не ожидание, она
Еще одновременно, конечно, я могу допустить, как удобная ситуация она может ждать, потому что у нее серфинг под мышкой. Но чаще ведь эта карта говорит, мы анализируем, все ли у нас готово для того, чтобы вот совершить это путешествие в будущее. Давайте достанем карту совет. Ну вот королева чаш — это та, которая и альтруист, и готова. Ну, вы знаете, то, что безвозмездно же называется. Опять же, у вас явно денежная тема проходит через весь расклад. Понимаете, когда себе даже пусть будет минус, а кому-то будет плюс, и вас эта мысль радует. Но, тем не менее, вот здесь вот этот баланс, как праздник после победы, вами должен быть достигнут. Но это не происходит, да, вам помогают, но это не происходит самого по себе. Для вас, наверное, основная, мои дорогие, задача, как жизненный экзамен, повторюсь, чтобы быть правильно понято, это именно не соскользнуть, когда вы себя ставите не на первое, а на второе место. Свои нужды не во главу угла, как будто время пришло. Вы не можете вот так вот с этими котомочками на вале еще раз откуда-то уходить. Или вы не можете опять себя обесточить, да, когда словно все заново нужно начинать, мои дорогие. Нет, тут нужно оттолкнуться, вам будут даны ресурсы для начала какого-то нового жизненного этапа. Вам действительно, вас будут поддерживать и высшие силы, и ангелы-хранители, но именно вот это солнце, выбор правильного направления, где вас ждет праздник после победы. Это еще одновременно карта дома, семьи, совершенно нового качества жизни. Перекладывайте на себя. Я надеюсь, мои дорогие, что наш расклад был вам чем-то все-таки полезен. И хоть, может быть, и я сумбурно говорила, может быть, и пыталась просто разные мотивы и разные направления, у каждого здесь свое, хоть насколько-то озвучить, чтобы мы могли прочувствовать или переложить на карты свою ситуацию. И я так думаю, что у каждого своя какая-то заминка, или, может быть, даже как точка преткновения, да, когда мы действительно в чем-то одном делаем ошибку, и поэтому у нас пространство, может быть, это уже было не раз, словно отбрасывает назад, и мы думаем, ну почему у меня вот все время какой-то дежавю повторяется? А я вам скажу, потому что вы каждый раз не сдаете какой-то жизненный экзамен. И он ведь самый простой. Нужно думать сначала о себе. Императрица. Перекладывайте на себя, мои дорогие, я вас люблю. Я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, как вы чувствуете, видите эти карты, за то, как в вашей жизни это откликается и в вашей душе. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.